И да, дорогие львы, я не скажу, что месяц будет для вас легким и прекрасным, таким вот воздушным и в гармоничном настроении. Конечно же, бесспорно все будет зависеть от вашего настроения. Как вы будете подходить к сложностям и к проблемам, так они и будут решаться. И если уже брать начало месяца, да, то Новый год начнется хорошо, прекрасный на небе большой трин, прекрасное такое расслабление, ленивое состояние, захочется прям залениться, ничего такого не делать. Хорошо, хорошо, главное, не впадайте в отчаяние, в обиды, в переживания. То есть, как говорится, вот к вам подходит именно эта фраза: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Да? Не только к соляру, к персональному дню рождения, а вот здесь. Потому что на самом деле месяц для вас будет сложноватым, он будет напряженным. Поэтому как вы будете задавать вот этот вот тон месяца, да, как вы будете бороться с трудностями, будете вы сразу пасовать или вы будете проходить их, не бояться, не убегать от проблем, так вот он у вас и пойдет, да, то есть, естественно, тот, кто преодолевает трудности, все-таки добьется того, что он хочет, а тот, кто будет прятаться, но будет чувствовать, что его все зажимают и сдавливают в тиски, да. Первая неделя января можно позволить себе отдохнуть, залениться, ничего особо не делать, потому что на самом деле Марс будет в квадратуре с Нептуном, и здесь такое ленивое состояние, плюс еще в первую неделю у нас ретромерк, там первые 3 дня месяца, и еще будет фонить несколько дней, разворачивается Юпитер, но при этом начало месяца там с Юпитером прекрасный трин, Солнца, да, у вашего главного управителя, поэтому здесь, ребята, понимайте, что особо вас колбасить не будет, да. Что из сложного? На второй неделе вы поймете, что какие-то начинают одолевать вас препятствия и трудности, будут появляться моменты, которые заставят вас, такие задачки, я бы так сказала, дежавю, отсылочки, да, то есть кармические задачи и вопросики, от которых вы убегали, вот вернуться. И это с 10 числа 100%, с 10 января, то есть на второй неделе января, понимаете. Ну и что же потом? Уже буквально с 16 января на 3-й, на 4-й неделе здесь, конечно же, что? Солнце становится в соединении с Плутоном, и здесь, конечно же, придется внутренне работать. Я бы так сказала, выключать свою гордыню, выключать свои какие-то вот такие моменты: а я не хочу, а я звезда, вот все мне должны, все мне обязаны, да, то есть необходимо будет прям внутренне и эмоционально работать. Работать с трудностями на работе, да, но все будет зависеть от вашего внутреннего состояния. Идете ли вы на контакт или идете вы сразу на конфликт. И здесь будет все зависеть от вас, потому что и Юпитер, и Меркурий, они будут идти уже в это время директно, они будут идти как надо, но есть небольшая сложность. В 20-х числах, с 21 числа, да, у нас меняет знак Солнце, переходит в Водолей. И буквально 23 числа у нас Плутон, который в соединении с Солнцем, тоже меняет знак с Козерога на Водолей. И этот переход как раз очень сильно, дорогие мои львы, запомните вы. Внутреннее эмоциональное состояние, то есть вот еще как-то вот до 20-х чисел января еще как-то был какой-то стабильность, да, был какой-то вот баланс, ощущение почвы под ногами, что как-то вот было тяжеловато, но все-таки справлялись, да. С 20-х чисел, как Плутон с Солнцем поменяют знак и войдут в Водолей, а для вообще львов, в принципе, водолейский знак, считается, что Солнце самое слабое в Водолее, потому что не проигрывается так, и для того, чтобы в Водолее жить в этом мире, ему нужно больше воздуха, больше движений. То есть, если мы возьмем, да, в каком знаке проще Солнцу быть, во Льве или в Водолее, да, проходить, то, конечно же, Солнце
солнце во льве, это самое яркое солнце. То есть особых затрат не надо, вот я вот такой классный, вот я такой вот прям вот самый-самый, да. А в водолее, когда солнце попадает, это как будто вот с небес на землю, такой, так, что происходит? Все плохо, нет стабильности, нет определенности, это вообще какое-то непонятное время. То есть начнется вот реально непонятное время для вас, дорогие львы, и здесь понимаете, что у вас в работе, что вы сделали, все те моменты, от которых вы убегали и боялись перешагнуть. Потому что я вам говорила, если вы смотрели мои гороскопы все последние полгода, я вот прям вот говорила, что, ребята, наступит 24-й год и начнется движуха, начнется активность. И эта активность начнет либо выбивать вас сильно из колеи, если вы из нее не выбиваетесь, вы когда идете не туда, не следуете своему пути по жизни, да, не следуете своему предназначению, выполнению кармических задач, как угодно это называйте, как говорится, кто во что верит, то это и называет, да. Поэтому понимайте, что либо вы сами выходите из того, что вам не нравится, меняете там работу, которая вас не удовлетворяет по каким-то там вашим личным важным для вас критериям, да? Либо по жизни вы понимаете, что те привычки, которыми вы свою жизнь устроили, они вас не продвигают по жизни дальше, они вас наоборот, вашу жизнь портят, да? Поэтому здесь понимаете, куда вы идете, зачем вы идете, что вообще будет с вашей жизнью через 5, 10, 15, 20, 30 лет. И если думать, что вы останетесь на этом же пути, понимаете, ну, конечный результат того, куда вы идете, стремитесь. И начинайте делать, потому что в середине января вопросики будут вставать, а уже в конце января, ну и естественно, вишенка на торте, как только Солнце с Плутоном перейдут в Водолей, с 24 января начинает разворот Уран, да, управитель знака зодиака Водолеев, и здесь, конечно же, что? Прям реально, вот прям неопределенность, прям вот все остановится, все, что связано с развитием, с работой, с карьерой, с друзьями, это же является у нас точно так же и ось отношений, глобального развития, отношений с детьми, с друзьями, с родителями. То есть эти сферы в прямом смысле, те сферы, которые очень важны льву, они прям начнут провисать. Прям вот они начнут барахлить, и будет такое ощущение, что вот прям абсолютный дисбаланс. А сейчас, ребята, внимание, спускаемся с небес на землю и понимаем, что у нас високосный год, да? Високосный год — это только его начало, и здесь как бы я с улыбкой на лице это говорю, да, ну просто потому что, ну не сидеть же трагичные переживания, да, просто понимайте, от вашего внутреннего настроя и от того, готовы ли вы бороться за эту жизнь, стараться, что вы хотите от этой жизни. Вот просто нужно честно себе ответить. Солнце достаточно честолюбивый знак, поэтому здесь прям понимаете, хотите вы так жить или нет. То есть если вы продолжите жить так, как вы живете, куда вы придете? Это ваша истинная цель, да? Это ваша истинная работа, которая вам нравится, да? Пусть она не нравится там не на 10 из 10, пусть она нравится 7 из 10, да? Как говорится, идеального ничего нет, но это закрывает основные ваши потребности, там потребность в реализации, чтобы вам было интересно, чтобы работа доставляла радость, внутреннее удовлетворение, естественно, финансы, да? Ну потому что если есть первые 3 критерия, то, естественно, и финансы тоже есть. А когда вы ходите на работу и вам работа абсолютно не нравится, вы там каторгу отбываете, естественно, у вас финансы, которые будут к вам приходить, вы будете считать, боженьки-то мои. Ну, то есть это вот такая история, понимаете, да? Когда есть внутреннее удовлетворение и радость, то деньги автоматически будут к вам идти, потому что январь для вас еще это месяц денежный или же безденежный. Все будет зависеть от того, что вы хотите, потому что Сатурн, второй управитель Водолея, он гармоничный по отношению к вам.
Поэтому если вы будете действовать, у вас будут деньги. Если вы будете бездействовать, денег не будет, ребят. Поэтому здесь все четко. Кто просто сидит на попке, тот ничего не получает. Кто двигается и стремится, и понимает, что да, вот сколько можно было, ну зачем я столько ждал, не делал, не внедрял, вот хотела же всю жизнь заниматься именно этим. Январь, потому что месяц абсолютного такого одиночества, а лев — это знак, который не очень любит одиночество. Лев — это тот знак, который любит, когда он заходит, декорации, вот все играет, все это активно, все это красиво, помпезно, все это интересно, все это с радостью. И вот январь такой месяц для льва не очень приятный, когда нужно задуматься, залезть внутрь себя, вот это все обмозговать. Плюс еще транзиты любят задавать тон и настроение, что вот необходимо бы самопокопаться. Да? Солнце в соединении с Плутоном — это обязательно, однозначно внутренняя работа над собой. И если же работа внутренняя пройдет как надо, то это однозначно реализация, это мощный толчок в развитии, это силы на бизнес, на деньги в том числе. То есть это абсолютное включение всего того, что хотелось, и вот этот запал, который необходим для развития, он 100% будет. То есть если вы в голове у себя соединили вот эти истории, просто сядьте честно, возьмите лист бумаги и сядьте честно, напишите. Вот разделите там своя жизнь, работа, да, плюсы и минусы работы. И точно так же другой листик возьмите и напишите: любовь, что нравится в семье, что в семье не нравится, почему не нравится. И вы поймете, что вам не нравится не потому, что партнер плохой там, или работа плохая, да? Нет, потому что вы сами поймете, что вы на этой работе, потому что вы сами туда когда-то пришли, и что вы имеете право сказать: нет, я так больше не хочу. Это значит что? Это нужно, значит, подняться и сказать: я хочу другую работу, и искать ту, которая будет вам нравиться, для того, чтобы понимать, что если она нравится вам, вы можете себе это позволить, вы можете реализоваться, и эта работа будет удовлетворять вас по многим пунктам, в том числе, да. Проекты, вы работаете на работе, и вы почему-то не занимаетесь теми проектами, которые нужны вам, и придет осознание, покопайтесь, почему осознания нет. Да потому что просто страшно, потому что когда-то давно сказали, кому твои проекты нужны, кому это вообще нужно, это никому не интересно. Да ладно. На простом обычном примере все отдыхают на море, все приезжают и говорят, все же выходят вот на набережную, видят просто бесконечное количество киосков стоит с мороженым, да? Думаете, хоть кто-нибудь из них когда-нибудь задумывался о том, стоит ли мне вот ставить здесь холодильник с мороженым, потому что их же и так 1000 стоит вдоль набережной? Нет. Какая разница? Плюс один специалист в этом мире. Продавливаете рынок своим присутствием, своим влиянием. То есть, если вы тот человек, который любит, я не знаю, вышивать вы любите всю жизнь свою. Знаете, сколько сейчас необходимо ручной работы, вышивки, вот этого, чтобы это было красиво, чтобы это было с любовью, чтобы это было прям вот качественно. Почему? Потому что мир заполонили бестолковые товары, которые продаются везде, и в них нет души. Людям это нужно. И если вы, я не знаю, умеете договориться, вы тот лев, который умеет ярко, классно договариваться с людьми, да, пойдите договоритесь, вы понимаете, что здесь где-то есть цепочка доставок, поставок не работает, начните договариваться, соединяйте людей в коммуникацию и проводите точно так же не просто товары, а проводите прибыль, выручку, да. Вот какой-то такой получился гороскоп для львов на январь месяц. Я не скажу, что этот месяц будет очень сложным, напряженным, стоит прям в трагедию в какую-то впадать. Нет, месяц, который однозначно не будет таким, как все, если вы захотите развиваться. Конечно, будут, конечно же, те львы, кто скажет, что месяц просто ужасный и настроение не дает никакого классного, что он напряженный, что он одни сплошные проблемы. Почему проблемы? Потому что не идете туда, куда надо, не идете, не развиваетесь. И проблемы создаются специально для того, чтобы выбить вас из той обычной жизни, которой вы привыкли зависать в этом болотце, прозябать, а время идет. Да? Поголовно
поголовно мне сейчас пишут люди двух возрастов, те, кому 35, 36, 37 лет, это разворот кармических задач, и те, кому 54, 55, 56, ну еще в вагон хотят забежать 60, 61, 62. То есть это те люди, которых разворот кармических узлов, он либо близится, ну вот еще 40, 41, 42, то есть это как раз таки либо до, либо после кармических узлов, кто не очнулся ранее, они вот уже вот кармические узлы про ним проехались, и у них такое послевкусие осталось, и голова-то работает, мысль такая, что-то я делаю не так, что-то я делаю не так, а я все-таки хочу вот так, а может все-таки попробовать, а может все-таки сделать. И здесь такой, знаете, момент, ребят, я не скажу, что это плохо. Это вообще абсолютно прекрасно. Я так всегда рада за тех, неважно какой у вас возраст, когда вы хотите, я не знаю, в 60, в 70 что-то делать, да, мне пишут люди и таких возрастов, и я безумно рада, и я такая думаю, боже мой, как же это все-таки классно, и я понимаю размах развития мира, когда я понимаю, если взрослое поколение, да, вот, до такого возраста не просто хочет жить на пенсию, а хочет прям развиваться, делать что-то свое, потому что человек понимает, что для него это важно. А я понимаю важность, если человек это делает, да, то есть он не просто хочет там сдаться и сидеть, да, он хочет что-то классное в этот мир сделать, да, что-то делать своей головой, руками, мозгом, неважно, да, либо просто быть классными, потрясающими там бабушками, дедушками, там вкладывать в нацию, вкладывать в развитие мира, да, и это же, понимаете, это львы способны это оценить. Вот записывать такой гороскоп для другого знака зодиака, раком еще могу такой записывать, да, но у раков немножко по-другому надо действовать, да, а вот львы на самом деле могут, потому что это прям истина, истинные вопросы, которые стоят перед львами, да, и весь январь будет здесь работать. Конечно же, какие проекты смогут получиться у львов хорошо в январе, да, и что касается работы, все, что связано с заграницей, все, что связано с международкой, потому что Юпитер будет в хорошем аспекте, все, что связано с новым, потому что Солнце будет в хорошем аспекте, с Ураном, да, новаторство, развитие, связи, коммуникации, активность. Но все это требует внутренней работы над собой. То есть Солнце в соединении с Плутоном будет 2 недели точно. И здесь момент именно прям идти и разбирать каждый свой страх, чего боитесь, куда не идете, почему не идете. И прям честно себе признавать, не делаю, потому что боюсь поругаться с партнером, не делаю, потому что боюсь, что моя семья разрушится. Почему семья разрушится? Потому что нужно сесть все вместе, сесть и поговорить, сказать, вот я хочу так, вот я вот уже все испробовал, не могу по-другому, хочу вот так. Сложно мне это, я сам боюсь, но вот мне это хочется. Понимаете, когда вот ты что-то хочешь, ты делаешь. И я сомневаюсь, что если вы со своей половинкой прожили там 10, 20, 30 лет, что вам половинка ваша, да, партнер ваш скажет, идея, все, выкидывай ее в мусорку, идея отстой, все плохо, нет, не Катя, да, я сомневаюсь, он скажет, ну попробуй, ну почему нет, мы тебя поддержим где надо, поможем, слово доброе скажем, ну то есть вот такая история, поэтому, ребят, разговаривайте, да, разговаривайте прежде всего с собой, и от этого зависит то, как сложится ваш январь. Если вы идете в развитие, работаете со страхом, идете прям большими такими мощными шагами, ну тогда месяц для вас будет очень продуктивно. Несмотря на все те вопросы, которые он поднимет, месяц будет для вас просто фантастическим. Если же вы решите отсидеть и сказать, ой, все, не хочу ничего делать, я уже столько раз пытался, сейчас уже все не хочу, ну тогда, ребят, будет как будет, сложности будут, и они важны для того, чтобы выбить из того болотца, где засиделись. Ребят, вот такой интересный гороскоп для львов на январь 2024 года. Спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели до конца. Если у вас остались свои вопросы, пишите в комментариях под этим видео дата, время, место рождения и ваш вопрос. Если же у вас вопрос личного характера, в шапке профиля ссылочка на сайт, записывайтесь на консультацию, там сейчас праздничные цены, настроения, поэтому
задавайте, спрашивайте, будем разбираться с вами на личной консультации, либо же вот здесь под видео пишите. Ребят, спасибо, что были здесь. По классике в конце актуальные ролики, которые вы можете сейчас посмотреть. И под сам Новый год будет большое видео, гороскоп на 24 год персонально для львов. Ну что, ребят, спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.